Ну, это до дождя след был уже замытый. Стало хлопотно организовывать привады. Нашел другой способ охоты на диких животных. Это охота с помощью электронного или духового манка. Достойный трофей. Одного шакала стало меньше в угодьях. Вот я приехал в 7-ю бригаду и сказали, вот Анатолий здесь, охранник, да? Да, охранник. Вот. И, в принципе, вы знаете, что здесь вот волки в ваших местах делают, да? Есть, выходила самка с 2 малышами, ну, такими, с Это в полугода. какое время было приблизительно? Часов. Нет, когда именно? Вот, Во время, ну как, примерно неделю назад, 2 недели. 10-15 дней назад, самое больше, да. Дней. Да. То есть самка уже выводит своих волчат. Выводит, да, уже, ну как, обучает или что. Обучает уже. Что То есть такое, она как да. раз время сентября, она как раз Да. ходит и уже начинает обучать. Группами приходил или... Да, 3-4 штуки. То есть семья. Да, семья где-то приходила. Может быть, трошки и больше. Но я видал, 3 выходят, прям, ну только фары насвечаешь, они быстро Фонарем. прячутся, да, фонарем. А где вот волки могут, именно логово, где может быть? Ну, логово может вот там вот эта посадка, Мгм. там балка камышовая. Понад этой посадкой канал прорытый метра 3-3,5 в глубину вот так вот. А, вот так вот, да? Вот так. Они могут там рыть. И понад камышами тоже канал есть. Вот в основном они ходят оттуда идут. Ходят оттуда. Да, да. То есть, в принципе, можно Я проехать. ну и как, посмотреть. зачастую иногда с бинокля просматриваю. Иногда, ну оттуда. как, сереет, Уже появляется. уже где-то что-то видно, да. Ух ты. Один облезший вот тут вот бегал, молодой, ну месяцев 4 ему. Ну, понятно. Линял, да. Линялый елки. Даже тракторист ехал, и он это самое, как трактором догоняет его он в сторону, а потом в канал и убежал. Решил объехать все ближайшие окружающие охотничьи угодья и посмотреть, возможно, их переходы. Вот в этом месте буквально нашел, скорее всего, у него тут криничка, небольшая водичка, скорее всего, здесь у волков водопой. Сейчас пойдем и посмотрим. Следы разных мастей, и свежие, и старые следы. Вот каналис прямо через всю посадку и на ту сторону. Сейчас пойдем на ту сторону посмотрим, подходит там пить или нет. Вот здесь конкретные следы, и приходящие, и уходящие. Ну, сюда спускается по тропке и пьет. С краю следы. Полдела сделано. Сейчас я здесь поставлю где-то фотоловушку. Пусть она понаблюдает за этой дорогой, за переходами. Какое время суток они ходят. Это очень важно. Конечно, чтобы успешно добыть волка, необходимо точно или хотя бы приблизительно знать, где и в какое время он переходит, пути его, маршруты, чтобы на этом месте встретить его. В последнее время стало хлопотно организовывать привады, поэтому я нашел другой способ охоты на диких плотоядных животных. Это охота с помощью электронного или духового манка, подражающему крик раненого зайца. Очень охотно и прямо бегом подбегают лисы. Вот. Бегет прямо к ногам человека, тоже так, как бы говорят, что лиса умная. Ну, судя по тому, как она себя ведет, то не особо. Бежит прямо на манок, прямо под ноги.
Лиса бежит как и на духовой манок, так и не брезгует электронным манком. То есть любой крик ее привлекает, и она бежит прямо сломя голову. Когда разберется с этим манком, откуда он исходит, или увидит меня, она ж подбегает рядом, стремглав убегает прочь. Как ни странно, но пришел ко мне енот-полоскун. Именно вышел на электронный манок. Вот, крик раненого зайца-беляка. Спокойно вышел из лесополосы, подошел ко мне, вот, постоял, посмотрел на меня вот так вот, развернулся и пошел обратно. Ну, хотя ветер прихватывал, ну, ветер был боковой, ветер прихватывал, но даже становился на задние лапы и нюхал, кто ж там такой. Тоже хотел зайчатины покушать. Енот-полоскун. Один раз было, что даже на крик раненого зайца прибежала куница. Тоже не прочь полакомиться раненым зайцем и сожрать его. Прямо через походу, как бы ей тяжело не было, но она прибежала ко мне на манок. Этот фильм я посвящаю охоте на хищников, то есть на диких плотоядных, волка, шакала. Будет представлен ряд охотничьих историй, на которых мне удалось подманить и добыть или волка, или шакала. Манок. Только покричал, и заяц растут, как тут. Хоу! Достойный трофей. Так, зажим слоняку. О. И вперед ногами. Как учили.
готовый. Шакал. Как раз по груди. Как раз то, что надо. Чуть-чуть, да? Самое то. Еще б чуть-чуть, У блин. него не было шансов убежать. Вот так мы регулируем численность диких плотоядных. В данном случае шакала у нас в районе. Слева. Бросаю летелку. Или я вот он 20 метров. Ха! Все, готово. Так, что тут у меня? Шакал. Отлично. Еще один по дороге бежит. Сейчас собьет. Ха! Пойдем посмотрим. Вот он. Так. Это один шакал. И где-то рядом второй. Вот он. Попробуй найти в этой свекле его. А, вот он. Отлично. Хороший шакальчик. Еще одним хищником в угодьях стало меньше. Один знакомый фермер держит небольшое животноводческое хозяйство, в котором десятка-полтора-два овец, козы, 10 где-то дойных коров, телятишки. И вот его хозяйство находится прямо в поле рядом с балкой. И вот с этой балки доносится страшный вой волков где-то с 10, с 11 часов вечера. Животное беспокоится, и вот он просит извести или уничтожить этих волчков. Когда мы с охотоведом приехали на место, вот сейчас, я обнаружил, что я забыл свой электронный манок дома.
с криком раненого зайца. Но у меня в барсетке лишь находится вот такой вот маленький деревянный маночек с криком раненого зайца. Попробуем ему. Получится. Возвращаться не стали. Плохая примета. Поэтому будем сегодня проводить экзамен этого манка. Одни совы привлекаются. Посадились рядом. Волков пока нет. То 40 метров. Вроде лег, да, отлично. Хоу! Готово. Хороший. Матерый зверь. Самец. Самец, отлично. Что-то маленький. Хороший.
Все готово. А вот и второй. Отлично, тоже стрелял несколько раз. В целом охота удалась, я доволен. Манок проверил, работает. Удалось подманить и добыть 2 волков. Правда, стрельба моя, конечно, желает быть лучшей. Пришлось по 3 выстрела на волка делать. Но главное, результат есть. Мы помогли фермеру. Ну и, соответственно, добыли 2 волчков. Это очень хорошо. Вот мы в них посмотрели. Самый большой гаут 10×50. Вега. Вот это самый большой. Да, мощный, хороший бинокль. Самый мощный, хороший бинокль. Бинокль Гаут Вега 10×50. В моей молодости, когда я начинающим охотником был, я мечтал приобрести такой, чтобы увидеть зверя поблизости. Но, учитывая материальную базу, что у нас в семье было 3 пацанов и 3 охотников, конечно, это была недосягаемая мечта. А сейчас эта мечта сбылась. Вот именно для нас, для нашего охотобщества, вот, Валера, тебе как охотоведу, вот этот пойдет на охрану охотничьих угодий. Да, на охрану он отлично. На охрану, ну, чтоб он как бы великоват, в машине положил, вот в машине объезжаешь охотугодие, и ты все видишь. Все до мальчашских подробностей. Как вот браконьер там прячет дичь, как это самое, все это дело, все отлично. Вот посмотри, какая красота. Вот я вчера был вечером, ездил специально в поля. Он и в сумерках отлично видит. В сумерках все они отлично видят. То есть до мельчайших. Вот солнце село, уже сумерки, так не этот самый, заря прошла, и вот он отлично хорошо видит. Регулировка под оба глаза у всех. Да. Вот что интересно, если есть люди с разными глазами, вот под каждый глаз можно подрегулировать. Средний бинокль, Гаут спица, 10×24. Самое оптимальное решение для всех. Гаут спица 10×24, чуть поменьше, аккуратней. Его можно и в полях, и везде использовать. Бинокль, конечно, практичный, его уже можно носить. Вот. 10×24. То есть кратность такая же десятка, только единственное, что окуляры, объектив чуть-чуть поменьше, на 2,4, в 2 раза меньше. И вес у него немного. И вес небольшой, да, и как бы красота тоже регулируется под все глаза. Вот посмотри, какая красота. Вот эта модель, вот, она маленькая, компактная, такая. Видимость отличная, четкость, контрактность превосходная. Вот. Самое главное, он легкий, практичный бинокль. Вот. Для охоты, это, Юрий Юрьевич, лучше Ну, не ты придумать. Я ты зайчатник, я да, да. На пахоте зайца нашел моментально, на пахоте. Вот. И также на стерне и на люцерне. В общем, и Тем более вот главное, да, на и- ремень прицепил да, его. его Да. удобно носить. Вот, положил, он практически сами знаете, по нашему чернозему, когда пройдет дождик, вот, кажется, каждый грамм считаешь надо. А этот легкий, удобный, и как бы его даже не слышно. Ну, бинокль вот этот мне очень понравился, потому он практичный, хороший, тоже подводится хорошо. Ну вот у нем 8×25, как раньше, помнишь, военного образца Да, были да, у нас, раньше 8×30. мы мечтали о Вот таких биноклях. мечтали, да, вот Так этот их как не- раз их тоже. нельзя было поднять, и они были тяжелые там. Смотри, не металлический, Вообще обрезиненный отлично, да, корпус, отлично, понимаешь, отлично. рука не мерзнет, самое то, что надо. Вот этот бинокль, Авиор, Гаут Авиор, 8×25. Но я ему дал бы название Гаур Охотник, потому что он и чисто для охотника, который занимается самотопом, выслеживанием, ходит в одиночку, именно увидеть зверя на поле, подойти к нему, скрасть и добыть. Хорошо. Ссылка на приобретение этих биноклей смотрите под нашим фильмом. Хоу!
Есть. Вот он. Хорош. Отлично. Надул. Вот он. Шакальчик. Так, второго. Смотрим. Вот он. Ой, красавчик. Как бежал, так и лег. Хоу! Есть шакальчик. Отлично.
Готов. Второй. Отлично. Тоже самец. Самка убежала. Ну ладно, бог с ней. Пусть бежит. Что тут у нас? О, красавец. Пришел на манок и сел в 120 метрах. Ну, я понял, что ближе он не подойдет, пришлось стрелять. Ну и хорошо. Отлично. Готов. Вот он, шайтан. Хорош. Хороший зверь. Волк на манок прибежал. Я его вел, он через дорогу, можно было бы на дороге стрелять. Но я все же думал поближе, поближе. Он через дорогу и за посадку. И за посадкой бегает туда-сюда, его на мушке держу, но через деревья стрелять не стал. Я не уверен был в попадании, что ветки не помешают, поэтому не стрелял. Пусть бежит. Может быть, в другой раз попадется.
поверила. Ну иди, дорогая, ты мне не нужна. И заяц прибежал. Заяц. Кот. Лиса. И шакал. Хороший шакал. Одного шакала стало меньше в угодьях. Духовой манок, крик раненого зайца, конечно, хороший манок, но при охоте на волка он зачастую как бы, ну, не мешает, но на него в первую очередь бегут шакалы. Они видят меня, подбегают, хыкают, отбежит, манком прокричишь, попробуешь, он опять бежит. То есть как бы маночек такой сильно действующий на их нервную систему и заставляет бежать, сломя голову. Ты не выдержишь и стреляешь прямо вот в 20 метрах. Шакалы побежали. Прибежало 4 шакала, но уже не выдержал. Пришлось стрелять. Так не хотелось, но пришлось стрелять. Вот такой красавица, самочка. Такую красавицу подстрелил, а 3 убежала.
Ну вот. Еще один наманок пришел. Хороший. Я думал, стал как раз в 100 с лишним метрах. И думать начал. Ну, в грудь его и ударил. Мой деревянный маночек не подвел. Подманил волка, еще одного, уже третьего. Вот, я доволен. Взял с первого выстрела. Да, свежайший след. Вот, скорее всего, сегодня под утро он ходил уже после дождя по грязючке. Да, вот он, волчок, здесь и присутствует. Ну, это до дождя след был уже замытый. То есть здесь волк ходил и до, и после дождя. Здесь постоянно место перехода его. На следующем перекрестке тоже и взад, и вперед следы. Волки здесь есть. Барана не тронули, кишки барана растащили. Хорошо. Так, сейчас посмотрим, что фотоловушка сняла. Ну хорошо, и волчок, и лиса приходила, значит он знает, что здесь привада, и будет ее иметь в виду. Значит, спокойно можно продолжать хотя бы раз в месяц, подвозить что-нибудь съедобное, и волчок будет наведываться.
притащил мертворожденного телка замороженного. Килограмм 70. Корова не разродилась, пришлось дорезать корову. Вот. И телка таким образом в холодильник заморозили, отчитались по выходу мяса. А потом предоставили его мне. Ну, естественно, куда я его потащу? Потащу сюда волчков кормить. Август месяц, пора кормить. Ну, я, в принципе, хотел начинать в сентябре, когда волчица выведет своих волчат. Ну, раз повезло, то пусть с августа месяца начнет. Стараюсь, конечно, таким способом удерживать его на одном месте, зверя, чтобы потом спокойно охотиться. Но лето, муха свое дело сделает. Скорее всего, через неделю приеду, от телка ничего не останется, муха сожрет. Ну, посмотрим. Фотоловушка, может, нам что-то и поймает. Конец октября. Пора продолжать кормить волков. Вот, я опять привез угощение нашим друзьям. Посмотрим, будут ходить или нет. Чтобы обеспечить себе нормальную охоту в сезон, нужно волков как-то удерживать в одном месте. Поэтому я вожу мертворожденных телят в лесополосу и приваживаю их, пока не стреляю. О! Так, здесь, ну вот, наверное. Так вот за дерево, чтобы все было естественно. То я кол забивал, а теперь за дерево, без всякого железа. Приехал в свою лесополосу посмотреть, как тут волчки мои едят, телка или нет. Привез подкормочку, копыт им, если что, добавить. Вот. Сегодня уже -2, спустя вот недели 2 или 3 после того, как я заложил. -2, может быть, зверь пошел, а может быть и нет. Кормов, зайцев, фазанов в полях достаточно, может, они приваду и не едят. Может быть и такое. Обычно на приваду зверь идет где-то январь, февраль месяц, когда уже действительно бескормится и морозы поджимают, тогда он ест с удовольствием. Телки целые. Все целые. Никто тут ничего не ел. Привода практически не тронута. Зверя не было. Значит, зверь не голодный и придет попозже. Ничего страшного, будем ждать. Ну вот. Пусть наблюдает. Серега, ты видишь, что на нашем кормлении что-то появляется? Сейчас посмотрим свою лесополосу.
Это уже радует. Уже радует, что зверь начинает обживать нашу приваду. Ну посмотрим, пришел, не пришел еще. Это ж такое дело. Так, следы есть. Следы ходил по грязи. Вот и свежие по грязи есть. Так, зверь ходит. Так, посмотрим, что он нам покажет здесь. Фотоловушка показала, что зверь ходит практически и с вечера, и полночи, под утро. Здоровый крупный зверь, а может быть и не один. Знаю, что здесь семья живет волчков, поэтому я как бы с мая месяца начинал возить сюда и старался удержать зверя. Ну вот сейчас уже конец декабря, зверь в отличной форме, гладкий, пушистый, хороший. Пришло время его добывать. Фотоловушки оставлю, пусть наблюдает. Мне самое главное вычислить теперь график посещения этой привады. Он ее не жрет, но во всяком случае отмечает, что здесь есть чем поживиться, можно где-то еще гулять. Голод настанет, январь, февраль, он все равно сюда придет. О, вот это зверь. Вот он
пришел прямо по дороге. Красота. Настоящий трофей. Да, этот уже сточенный, этот поломанный. Да, волк старый. Да, волк старый. Самец. Красота. Красота. Это волк. Это действительно трофей. Ого. Как? Погрузила, все никак не успокоюсь. Такого зверя завалить. Это большая удача. Действительно, взрослый, крупный, матерый самец. Смотрю, 300, 200, 100 метров. А он идет и идет. Но уже не выдержал, уже 80 метров уже начал стрелять. Так мог идти только, конечно, хозяин своих угодий. Альфа-самец, который ничего не боится у себя дома. Он идет на крик раненого зайца, он больше знает, что у него конкурентов нет в этой пищевой цепочке. Он идет просто как к себе домой. Духовой манок крик раненого зайца, конечно, хороший манок, но при охоте на волка он зачастую как бы, ну, не мешает, но на него в первую очередь бегут шакалы. Вот в связи с этим было принято решение переключиться чисто на вобу волка. И вобить только волком, чтобы все остальное не бежало и не мешало охотиться на волками. Пришлось как-то думать и решать, и созвонился со своими ребятами из Ростова, с двумя Андреями, которые пригласили меня и попробовали, показали, преподали урок вобы на волка. Берем вобу. Вот эта резиночка, она имеет свойство, слюни попадают, когда мы производим звук, и она засыхает, и оно приклеивается. То есть, да, вот очень многие, я сколько людьми сталкивался, немножко на это не обращают внимания, потом пытаются, оно фальшивит, оно вообще звук не издает. Если резинка приклеена, она вообще не звучит, не резонирует. То есть, в принципе, все элементарно. Вот так пальчик аккуратненько раз, оттягиваете ее, вот так заводите палец, и вот так раз по кругу, и она отклеивается. Все, вы ее проверили вот так открыть. И аккуратно также нужно поставить ее на место, чтобы она вот раз и поправили. Отверстие, значит, вы понимаете, для зубов. То есть вставляете туда зубы, да. А вот сюда упираетесь подбородком. Вот сюда, да, именно в это место упираетесь вот этим местом подбородком. Да, зубы влаживаете, верхние зубы влаживаете вот сюда. Там даже видно, чуть ли внизу под зубы прорези такие, выемочки. Это для зубов специально. Ну и начинаете пробовать производить звук. То есть можно производить звук, начиная как от скуления щенков, то есть щенята, прибылые, молодежь. Ну звук этот регулируется. Регулируется подачей воздуха. Регулируется не подачей. Губой ты даже немножко губой вы подрабатываете. Губой подрабатываете по резинке и подачу воздуха. Если больше подачи воздуха, подается грубый голос, расход воздуха идет большой. Если тонко пищать, можно длиннее трель получается и длиннее получается мелодия. То есть. А ну давай что-нибудь. Давайте начнем с тонкого. Но прежде чем продуваться, уже когда вы владеете этим всем, я, естественно, проверяю. Потому что, чтобы не сфальшивить, то есть делается это как? К примеру, зубы вставил я. Вот этой рукой закрываю, чтобы звука не было. И для себя проверяю, что она готова к работе. Вот смотрите, смотрите. Вот так там. Этот звук слышно далеко. Я его прикрываю, потому что я уже готов, в засидке сижу для себя. Все, я понимаю, что она готова к работе, да. Так. Ну и попробуем чуть-чуть поскулить. То есть это самый получается, я так понимаю, не музыкант, но, наверное, низкий звук, да, то есть скулёж, это низкий звук.
скорее всего. Кулеш это высокий. Наоборот, высокий, Высокий, да? да, То есть высокий. это прибылой, это низкий, да, который, вот это. Низкий, матерый. Низкий это матерый, Да. вперед как. А вот порог. скулюш это высокий. Да, ну, это почему я высокий. говорю, как бы я не особо понимаю в музыке. Как бы. Ну вот примерно вот, наверное, вот начнем вот так. Ну, примерно там вот, как бы, с вариациями. это- Вот. Ну, вот примерно с шакалом что-то вот. Вот так, под сгавкиванием, вот, понимаете, так. Нет, грубо вот лучше шакалу не давать, потому что он боится. Он Волчий, боится, волчий волчий он, боится. да. Если волк присутствует, шакала практически это Ну, это исключено. понятно, это Да, понятно, да. да. Вот, ну вот как-то так, вот это вот шакалья тема. Чуть погрубее, с переливом, вот я так понимаю, ну, я так, в моем понятии, так к сучке ближе вот там. Ну, в конце можно там добавлять, там, ну, вот эти переходы, вот, то есть я ими играю, то есть не даю там одну, например, одну там мелодию, а вот именно ломаю их, то есть чтобы там звуки как бы Ну, да, ломались да, там. да, Вот. Ну и как бы самое это уже последнее, это вот, конечно, это матеры. Матерый, Ну, да. матеры, да, если я вижу там, что, к примеру, выходит одиночка там или по следам, я вижу, что матерый кобель, Ходит, да, одиночка там, да. Или это пара, сформированная пара, когда приходит кобель второй матерый, он, естественно, выскочит на бой по-любому. Понятно. Да, тут надо его Защищает провоцировать. свою волчицу, да, да. Тут да, как да. бы щенками, с суками дуть бесполезно, а вот спровоцировать его вот как бы нужно, вот я думаю, грубым таким уже. Ну вот что-то в этом диапазоне, то есть уже грубим. А, ну, попробовать можно? Да. Ну вот это это перелив. ближе к среднему диапазону. Ну, вот. переливы вот Да, эти это допускаются перелив, или да. нет? Нет, допускается как бы, ну вот Ну, тут- это тоже, да, да, тут как немножко, бы, немножко перелив надо тренировать, да. Сам звук нормальный, а вот подлум нужно как бы вот этот убрать, то есть это как бы под фальш идет именно Ну, да. в переливе в этом. Сам звук нормальный. Вот ближе он как бы вообще. Вот, уже вот. Ну, то есть это надо тренироваться. Тренироваться надо постоянно. Постоянно. Да, вот Чтоб то, что что-то я тренировался, получилось. я реально, меня из дома выгоняли, то есть это вот полгода там мне с квартиры говорят, езжай на дачу, там, закройся и Куда-нибудь, дуди, да, да. гуди, там, что хочешь, там и делай. Ну, кстати, в квартире на 15 этаже, там, как гудну, там, соседи замолкают, там, везде, там, телевизоры выключают. да. Ну, все отлично. Вот. Все, спасибо. Поэтому Андрей. рад Молодец. всегда подсказать. Отлично. Телефон есть, звоните, приезжайте, обращайтесь. Я всегда на связи. Конечно, это искусство такое, которое постичь сразу невозможно, и требуются длительные и продолжительные тренировки. Неделю тренировался, но сейчас посмотрим, как она получится. Вот, с дома уже выгоняют. Собаки все вокруг воют, подхватывают мой вой. Вот, поэтому, конечно, реагируют. Ну, как волк будет реагировать, я не знаю. Вот в этом месте местные жители жалуются, что отсюда прям выходят шакалы, волки и донимают домашнее хозяйство. Вот я решил на выходе здесь их встретить.
Вчера охота была удачной. Прибежала ко мне молодая волчица, которую я добыл. Успешно причем. Вот. Не знаю, или манок, крик раненого зайца помог, или моя ваба, которой я впервые пользовался, помогла. Не знаю. Но зверь добыт. Хочется спросить вас, уважаемые зрители, охотники, нравятся вам мои видео или нет, мои охотничьи истории? Вот, стоит ли мне дальше заниматься этим вопросом или нет? Потому что наверняка полегче прийти на охоту, получить удовольствие, подстрелить без всякого таскания видеокамер, фотоловушек и всего прочего. Прошу отписаться в комментариях под моими фильмами.